Здравствуйте, львы! Сегодняшний таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на вторую половину месяца марта. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, начиная с 15 и заканчивая 31 марта. Сколько дней в марте? До конца месяца, в общем. Давайте посмотрим, что же происходит у вас. Напоминаю, что это общий таро-прогноз. Напоминаю, что вы можете оставить комментарий, можете оставить лайк под этим видео. Также подписаться, не забывайте подписаться, если вы еще этого не сделали. Я рада всегда новым зрителям. Итак, расклад для представителей знака Лев. Что же происходит у львов в этот период времени? Итак, первая карта у вас карта Короля Пентаклей. Замечательная карта. Карта, да, земного знака. Может быть, общение с человеком знака Земли. Это Девы, Тельцы или Козероги. Может быть, это какой-то человек, который сыграл значимую роль в вашей жизни в этот период времени. Да, вторая половина марта. Но также это в целом финансовая стабильность, это зарабатывание денег, это вопросы о деньгах, которые вы решаете, может быть, какие-то важные финансовые задачи, которые перед вами возникают. И вы в таком случае выступаете в роли такого надежного, может быть, немножечко упрямого, но короля Пентаклей. То есть здесь речь может идти о том, что вы выступаете в роли такого финансиста, бизнесмена, человека, который занят вот таким вот поддержанием стабильности в своей жизни, и вы сосредоточены на такой практической сфере, на своих финансах. Давайте посмотрим дальше. Маг, тоже хорошая очень карта, воплощение ваших мыслей, ваших идей в реальность. То есть вы стараетесь здесь благодаря своей личной силе, благодаря своим талантам, своему умению, своим знаниям реализовать то, что вы хотели достичь, что вы себе поставили как цель, вы строите и развиваете, и у вас есть все необходимое для этого. То есть есть все необходимые для этого ресурсы, все необходимые для этого возможности. Еще и с колесом фортуны, которое является таким божественным провидением для вас и показывает, что у вас много открывается возможностей. У вас есть очень хорошая, может быть, какая-то возможность в финансовой сфере, которая у вас возникает. Может быть, это как-то связано с отношениями, неважно. Но в любом случае это сулит вам стабильность и постоянство. И эта карта тоже очень-очень хорошая. Да? Здесь четверка мечей. Четверка мечей, карта, вот знаете, такой вот, как знаете, паузы, да, и она немножечко вроде бы и не вяжется с картой колеса фортуны, которая здесь рядышком у вас выпадает, но тем не менее четверка мечей, которая здесь у вас показывает основное ваше, как не то чтобы намерение, да, а основные, что вы делаете. То есть вы должны как будто бы сделать шаг назад, приостановиться, сделать паузу, возможно, понять, что что-то подходит к концу. Возможно, вам нужно будет здесь немножечко приостановиться перед принятием какого-то важного решения, потому что вам нужно будет разобраться в себе, проанализировать ситуацию, заняться таким самоанализом, чтобы принять решение, которое может быть поворотным, судьбоносным, каким-то серьезным для вас. Вместе с картой Мир, вместе с картой, что у нас, туз Пентаклей. А здесь, возможно, вам нужно обдумать новое начало. Здесь есть маг, туз Пентаклей, король Пентаклей. Это может оказать влияние на вашу практическую жизнь, на ваши финансы. Это может быть новая работа, переезд, смена места жительства, может быть, вместе какие-то вот эти моменты. А если это связано с отношением, то тут может быть действительно какая-то как новые отношения, но вот сулящая стабильность, постоянство, как возможность начать новый путь. И так как у нас есть карта Мир, завершение одного цикла и начало нового цикла для вас, которое может быть еще и сопряжено с каким-то путешествием, поездкой, потому что есть карта и колеса фортуны, которая тоже о движении говорит. Четверка мечей, кстати, тоже может говорить о движении, хоть он здесь пассивно лежит и ничего не делает, но она может говорить о движении также. И карта Мир, завершение цикла, какой-то важной главы в вашей жизни, и вы двигаетесь дальше. Для кого-то это правда переезд, для кого-то даже на большие расстояния, может быть, да, и алхимик у меня маг, часто еще и с перелетами какими-то связаны. В любом случае карта достаточно хорошая у вас выпадает, в целом карта очень хорошая. Ну, давайте посмотрим, что еще есть. Есть карта принцесса жезлов, есть карта туза жезлов, то есть у вас уже два туза выпадает, есть карта туза пентаклей, есть карта туза жезлов. То в целом по карте паж
Паж жезлов, у вас очень много энтузиазма, очень много здесь энергии есть, энергии огня, вашей энергии, которая показывает волнение ваше и энтузиазм, какое-то творчество, вдохновение, желание действовать. Вы здесь получаете эту искорку, внезапную идею, которую хочется реализовывать и прям вот делать какие-то уже важные шаги, потому что вы вдохновлены этим желанием действовать, начать этот новый путь. Туз жезлов — это новое начало, и у вас много возможностей, много сил для реализации этого нового начала. То есть здесь у вас есть вдохновленность этой идеи, и начинаете вы этот новый путь, соответственно, после завершения чего-то, но завершение успешного, у вас хорошее завершение предыдущего этапа, то есть как лавровый венок, победа. В любом случае достаточно хорошая карта у вас здесь есть. Львы, это вселяет такой оптимизм. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас есть. Карта еще одной принцессы или пажа, так называемого, пажа Пентаклей. Так, пажа Пентаклей. И карты шута. Кстати, интересно, потому что мир — это начало, начало, конец, шут — это начало пути, как путь дурака, да, начинает шут идти и шагать в неизвестность, но приходит он в любом случае к завершению этапа какого-то, путем проб, ошибок, каких-то успехов, неудач, неважно, но он приходит к завершению. И, собственно, да, проходит все пути от нулевого аркана, да, соответственно, идет по алхимику, когда он реализует то, что он хочет, свои какие-то там навыки, знания, свои ресурсы, инструменты для достижения своей цели, для создания той реальности, которую он придумал, которую он хочет, соответственно. И дальше он идет вот по вот этим вот этапам, по своей жизни, для того, чтобы прийти к успешному завершению этого пути. И поэтому здесь вот эти карты, которые у вас есть, а именно карта шута и карта пажа Пентаклей, у вас их два этих пажа, у вас приходит свежая, новая энергия, какой-то новый путь. Он может быть достаточно неожиданным для вас. Для кого-то из вас это может быть неожиданностью, а для кого-то ожидаемым событием, в принципе, но есть возможность двигаться в этом направлении. И да, здесь есть знаете, как будто не нужно сильно много думать об этой ситуации. Вы можете спланировать что-то, но не продумывайте прям какой-то конкретный план, потому что шуту не нужно слишком много думать в самом начале пути, правильно? То есть, не возлагайте слишком много организационных каких-то вопросов, соответственно, на свою... Сейчас, секундочку, у меня черепаха в аквариуме что-то бунтует, я ее... Не возлагайте слишком много каких-то планов на вашу жизнь. То есть старайтесь идти по течению и уже по ситуации смотреть, как складывается у вас ситуация, и уже из этого делать определенные шаги, определенные действия предпринимать. Потому что шут — это тот, кто рискует. То есть не бойтесь рисковать в начале новых возможностей и путешествий. Не бойтесь выходить из зоны комфорта, не бойтесь исследовать этот мир. Возможно, кому-то из вас это может показаться безумным, кто любит планировать все, да, кто не любит рисковать, но знаете, что любое новое приключение, новое начало, еще и с магом, это, скорее всего, все-таки такой обдуманный, продуманный риск. Поэтому здесь вот этим новым предложением, которое вам дается, выгодным, хорошим предложением, шансом, скорее всего, нужно воспользоваться. Это хорошее предложение, которое у вас здесь возникает. Неважно, ожидаете вы его, либо оно возникает спонтанно и неожиданно. Но в любом случае, да, вы начинаете этот новый путь, и у вас есть все необходимое для его реализации. Еще и с картой колесо фортуны. Фортуна на вашей стороне крутится как бы в вашу пользу, да, вам на удачу. То есть хорошая достаточно карта. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Есть карта четверка кубков, есть карта правосудия, карта справедливости. И вот тут, вот знаете, опять-таки, мы когда смотрим на эту четверку кубков, то первая мысль, которая есть, да, человек может, видя какую-то возможность, не сразу ее принимать. Как будто бы вы можете с чем-то не соглашаться или думать, что мне это не подходит, какое-то предложение, какая-то возможность. Но, возможно, вам имеет смысл все-таки ее рассмотреть, эту возможность или этот шанс.
Может быть, это касается каких-то подписаний документов, каких-то юридических вопросов, но вот эта карта правосудия показывает, что можете столкнуться с юридическими вопросами, нужно внимательно все читать, все взвесить, но, скорее всего, это выгодная какая-то для вас ситуация, и это новое предложение, эту новую возможность, вам нужно ее брать, нужно этой возможностью воспользоваться, и не нужно слишком много об этом думать. Позвольте рисковать себе, не позвольте этой возможности уйти мимо вас. Нужно быть решительными, смелыми, где-то очень юными в душе, потому что 2 пажа выпадает. Это как дети, да, как не знаю, молодые люди, там 20 плюс лет. То есть здесь вот умение рисковать, потому что возможность может уйти, если вы будете слишком долго ждать, если вы будете думать, воспользоваться ей или нет, то она может просто куда-то улетучиться. Соответственно, вам здесь нужно на этом новом старте эту новую возможность хватать за хвост, пока она есть у вас. Да, и не думать о каких-то неудачах, которые могут произойти, потому что 4 кубков, она не говорит о том, что это вот, да, прям что-то, где вы есть сейчас, что оно сильно вас удручает. Но вот то, что есть у вас сейчас, оно не совсем вам подходит, а есть предложение, которое будет еще больше вам подходить, соответственно. Поэтому не позволяйте страху перед неизвестностью вам помешать. Позвольте себе рискнуть, позвольте себе воспользоваться как какой-то хорошей возможностью для вас. Итак, давайте посмотрим еще, что есть. Есть 8 жезлов. Ну, кстати, да, тоже как быстрые события. То есть что-то может произойти очень быстро, стремительно, какие-то быстрые перемены, быстрое предложение. То есть что-то достаточно, не знаю, как в виде звонка, сообщения, какого-то письма на электронную почту. Что-то очень-очень стремительное здесь может быть. Карта 9 кубков, туз мечей, еще один туз, который у вас здесь есть. Действительно, по этим картам, по этому тузу, который у вас выпадает, по вот этим вот 9 кубков, которые у вас есть, и которые сулит вам хорошие возможности, успешные, которые вам здесь даются, соответственно, большие победы какие-то, которые принесут больше радости в вашей жизни. Вам нужно радоваться той возможности, которая вам выпадает. Вам нужно больше, может быть, проводить времени, там, не знаю, с другими людьми, общаться, радоваться этой жизни. Радоваться тому, что вы имеете, соответственно, вместе с тузом мечей и с картой 8 жезлов. У вас здесь есть такого, знаете, своего рода как озарение и понимание, как нужно поступить. То есть вы четко, ясно понимаете выход из какой-то ситуации, вы понимаете, как вам нужно действовать. И опять-таки это все происходит очень быстро, и вы это решение принимаете. И делаете этот выбор, который делает вас более счастливыми, более успешными, потому что это приводит к каким-то радостным результатам для вас. То есть в любом случае события для вас развиваются очень быстро и в очень позитивном ключе. Поэтому расклад такой очень-очень оптимистичный. Я очень рада, что у вас такие именно карты выпали, у наших солнечных львов, потому что Солнце, да, Солнце, сила вашему знаку соответствует. И, соответственно, здесь и карты у вас такие прям очень хорошие, очень позитивные. Еще и с таким количеством тузов. Колеса фортуны, мага, да, и начало такое с королем пентаклей. Замечательные карты. С этим я вас поздравляю. Пишите ваши комментарии, ваши отзывы. Всегда буду очень рада ответить на ваши сообщения. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.